the message that the United States and Israel are sending right now is not one of compromise, it's not one of peace, it's Америка of и Израиль aggression. отправляют миру не сигнал о мире или о перемирии. Они, наоборот, демонстрируют агрессию, они, наоборот, отказываются идти на компромиссы, и они нападают на страны, как, например, на Иран, которые они считают слабее. Я знаю, и вы упоминали, у Беларуси есть тактическое ядерное оружие. То есть вы себя чувствуете защищеннее и спокойнее, потому что оно у вас есть в этой ситуации, когда США, Израиль демонстрируют такую агрессию. Вы знаете, не от Израиля, где у нас очень много наших соотечественников, разумных людей. Там же уехавшие с Советского Союза люди живут, и дети их, и немало из Беларуси. Поэтому там достаточно нормальных, здравомыслящих людей. Я в целом говорю, прежде всего, о руководстве. Что касается Америки, я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа. Не только политиками, но близкими людьми Трампа. Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорий балтийских государств, Польши там и так далее. Ну, как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности. Это фактор. И добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо. Ну и потом, мы союзники. Мы юридически связаны друг с другом, и Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает, и Европа знает. Поэтому столкновение с Белоруссией – это столкновение с Белоруссией и Россией. И создана соответствующая группировка на западе России, которая поддержит белорусскую армию мгновенно. Ну а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны.